Итак, дорогие друзья, всем доброго раннего утра. Сейчас у нас раннее утро, а именно точно скажу, 3 минуты 5. Ну, как обычно, я работаю, как всегда. И как обещала вчера, но вчера просто мне сил не хватило, я ужасно устала, поэтому я просто отключилась. Сегодня я подарю вам ритуал, обещанный мной. Называется Гай-Лакап. Для того, чтобы была общая картина, хочу вас попросить найти на моем канале ритуал Чаракап. Связать зло. Они чем-то похожи, потому что основа одна и та же. Доброе утро. Но если вместе проведете, будет дополнение просто. Сила будет двойная. Дорогие друзья, пройдет некоторое время, кто будет смотреть эти ритуалы, чтобы они поняли, почему я даю сейчас эти ритуалы как необходимость. Нагорный Карабах, а именно Арцах, в данный момент под обстрелом. И в данный момент напали на мирное население Арцаха. И я помогаю моему народу одолеть это тяжелое время и помочь своим детям вернуться живыми и так далее. Я хочу подарить своему народу и всем остальным, естественно, этот ритуал. Просто моему народу он сейчас необходим более. Еще раз попрошу найти ритуал Чаракап, что означает связать зло, и провести в комплексе вместе. Для этого вам нужно 2 веточки. Ну, естественно, для отдельных ритуалов нужны отдельные ветки. Одни и те же в 2 ритуалах нельзя использовать. Как Гайлакап, так и Чаракап, они имеют общие корни. Это идет из армянской магии. Гайль – это волк, капель, кап означает связать, связать волка. В древние времена, когда люди в основном занимались скотоводством и население было преимущественно сельское, то хозяйство людей, то имущество людей, да, благополучие зависело полностью от скота, от количества и от того, насколько их питомцы будут в сохранности. То, естественно, когда уходили на пастбище, иногда месяцами, самая главная проблема – это были волки, хищные звери, которые нападали. И еще проблема была в том, что охотники, уходя в леса, могли не вернуться из-за хищных зверей. В основном волки. И поэтому женщины делали следующее. Гай-лакап. Брали 2 ветки, между собой связывались, как бы связывая волку ноги, связывая волчью волю, закрывали. И вот те, которые умели это делать и знали, этим пользовались, у них и скот был в целостности, у них и волки не подходили к их домам, к их хозяйству и так далее. Название ритуала я оставила в оригинале, как и было в древние времена, Гай-Лакап. Но в данный момент мы будем связывать не хищника волка, а мы будем связывать врага. В мирное время вы можете этот ритуал использовать для того, чтобы не дать врагу подойти к вашему жилищу. Это можно делать от воров, это можно делать от преследователей, это можно делать из-за угроз вашей жизни вашим детям. А
В военное время, к сожалению, мы живем сейчас в такой век, что постоянно везде где-то конфликты, войны, гражданские войны, неповиновения, митинги и прочее, прочее. Поэтому, естественно, вам это будет не лишнее. От врагов, знакомых, незнакомых, охранять свой дом, свое жилище, свою страну. Ну, дожили, говорится. Хотя, знаете ли, наши деды, прадеды и не то видали. Так что вот такие ритуалы, они всегда будут нужны, поскольку они спасают жизни людей. Что для этого нужно? Ветки, 2 ветки, нить. Можно нить вот такую хозяйственную, можно черную. Разницы особо нет в этом ритуале. 2 свечи восковые, желательно черные. Если нет, значит обычные свечи. Без свечей можно обойтись, но свечи усиливают ритуал. Это я говорю для тех людей, у которых нет возможности сейчас купить эти свечи, поскольку они под бомбами. Итак, берете воск, желательно черный, лепите фигуру мужчины, можно купить. Да, это не очень эстетически, но это мужская фигура, поскольку в основном воюют сейчас против нас мужчины. Это значит фигура мужская. Конечно, мужчинами их называют-то в кавычках, так и называют, да? Это не мужчины, это особы мужского пола, потому что мужчины не идут как на охоту на мирные города и на спящих детей. Это не мужчины. Но как бы принадлежат мужскому полу. Да? Пожалуйста, уже добрались до Чечни. Сегодня один чеченец писал: азербайджанцы, мы делаем дуа для вас. Я думаю, дуа скоро придется делать вам для себя, потому что если эти выродки просочатся в Чечню, на Северный Кавказ, то дуа надо будет вам уже делать для себя, а не для них. Ну да ладно, пусть делают дальше. Итак, дорогие друзья, зажигаем свечи, начинаем связывать нитью сначала фигуру, а потом вокруг фигуры вот эти 2 ветки и начитываем. Потом это все нужно будет в черной материи или в любой старой материи спрятать дома. И пока оно у вас лежит дома, понимаете как? Это связать волю врага. Еще раз говорю, может ли простой человек это делать? Если простой человек будет соблюдать те правила, которые я даю, то может. В данном случае вы просто будете связывать врагов, которые стремятся к вашим городам. Сегодня опять слышала, что они, значит, уже празднуют в Баку, взяли Гадрут. Ну, я не знаю, у меня уже сил нету, и я не желаю говорить больше ничего. Потому что буквально сейчас, пару часов назад из Гадрута опять выложили ролик. А почему не надо мести, Михаил Авдиянц? Мести не надо, надо быть баранами, сидеть, чтобы нам головы резали, да? Я правильно вас понимаю? Мести не надо. А что надо? Не, а что надо, уважаемый Михаил? Вы говорите, не надо мести. Мести не надо? Ну, а что надо вообще? Ну, тогда не говорите, тогда проясните, о чем вы говорите. Месть нужна и очень даже. Сегодня мне уже пригрозили, что если я дальше буду насылать на Турцию бедствия, мол, будь ты проклята, ведьма, там несчастные бедные люди, там люди невинные. Я хочу спросить, то есть по вашему пониманию убивать не вашу национальность, это нормально.
Знаете, все подонки удивляются, когда ты им отвечаешь просто злом за зло. У них такое удивление, как? Ну ладно, это вас-то можно убивать, а как вы говорите, невинные дети? А вы, мрази, никогда не думали, что в Арцахе тоже невинные дети, нет? А там не невинные дети или там дети виноваты? То есть всех детей можно убивать, это нормально. А у вас невинные дети? Как вы можете? Это же невинные дети. Могу и буду продолжать. Потому что у нас тоже невинные дети, которых вы, ублюдки, убиваете. А этот инвалид с их матерью не невинные были, в дом которых зашли и убили этих людей. Они не были невинные, я спрашиваю вас. Вы так удивляетесь, что у вас невинные дети, как так можно? А наших невинных детей можно убивать, это нормально. К сожалению, Михаил, мы Гянджу не разбомбили. К сожалению, это все цирк. Это все театр, устроенный Алиевым специально для того, чтобы они больше ненавидели армян. К сожалению, большому, мы Гянджу не бомбили. Увы. Как вы можете призвать к ненависти? Я к ненависти не призываю. Я говорю, что за бомбежку города они тоже должны получать бомбежку города. Только тогда на своей шкуре вонючие они почувствуют, что такое, когда люди убегают со своих домов и когда дети гибнут. Да мне плевать с обеих сторон, какие слезы. Меня интересуют только слезы моего народа. А с той стороны, какие там слезы будут, мне вообще начихать и плевать. Верите, нет? Мне вообще насрать на их слезы. Потому что на них никто не нападал. Если бы на них нападали, вот тогда можно было бы сказать об их слезах. На них никто не нападал. Все, забудем про это племя. Приступаем. Это очень сильная работа, и поэтому я вас прошу относиться к этому серьезно. Итак, берете нить, начинаете связывать. Вот так связываем сначала здесь, полностью, потом места, где руки. Не обязательно, чтобы вы сделали ювелирно красивые фигуры. Подойдет и так. Вот так связывая, читаем. Я сейчас буду читать, я не буду связывать, я не могу отвлекаться. Дорогие друзья, когда вы делаете ритуал, вы на секунду уходите из реальной жизни, из реального мира и перемещаетесь в мир магии. Понимаете? Вы уходите из этой реальности и перемещаетесь в другую реальность, которая называется сюрреальность или потусторонний мир. Вы там создаете ту реальность, которая потом приходит в нашу реальность. Понимаете? Поэтому вы должны отключаться от всего. Вы должны от всего отключаться. Послушайте, я не хочу, Светлана, чтобы вы сейчас писали эту ересь. Больше такой не пишите. Не надо писать, всякие цифры стрелять здесь. Со стороны армян умерло ближе к 400 человек, не более того. Поэтому не нужно сейчас вот эти вот дурацкие цифры, которые вы где-то прочитали в их стадии, здесь писать. А у них более 15 тысяч. Не врут. Все, закрыли тему. Слушай меня внимательно и не отвлекаем. Так вот, отключайтесь от этой реальности, переноситесь в реальность магии и начинаете делать ритуал. Со всей злостью, представляя, как вы учтите, пока вы это не развяжете, вы не развяжете врага.
И если вы все будете делать в разных уголках мира, нужно делать один раз, а потом каждый день подходить и читать над связанным врагом. Вы меня слышите? Вообще такое делают в мирной жизни 40 дней. 40 вечеров, когда уже сумерки подходят, читают над связанным врагом. Когда враг полностью повержен, это нужно схоронить. Но мы прекрасно знаем, с кем имеем дело. Поэтому лучше это оставить у себя хоть годами. Итак, представляете, что вот идущие в формах людей вы связываете. Я вас уверяю, что ваша злость, ваша вот эта вот внутренняя агрессия, ваше желание покончить с этим всем быстрее, оно сработает с огромной силой. А мои ритуалы, вы прекрасно знаете, как работают и как помогают. Думаю, напоминать нет смысла и не нужно. Итак. Кто тут сюда залез и хавкает, я не вижу. Никакого мусика не вижу, чтобы выкинуть. Что за мусик? Где он вообще тявкает? Ой, блин. Вот не вижу. Вы какого-то мусика тут нашли, а я его не вижу. А, вот это вот чмо. Все, поняла я. Все, выкидываю этого чмошника и продолжаем с вами работу. Мне ничего не обернется. Знаешь почему? Потому что я не нападаю на невинных детей, на мирные города, потому что я не говорю, что надо убивать людей и так далее. Вот поэтому мне это не обернется. Никаким боком. Вот если бы я была мразью, как вы, которые считают, что надо вот невинных людей просто убивать и бомбить, то согласна, тогда бы обернулась против меня. Но поскольку я творю праведную месть, то, естественно, это получится так, как я хочу. Итак, дорогие друзья, все, начнем, не отвлекаемся на уродов моральных. Потом я их выкину нахер отсюда. Связываю, связываю, связываю. Волка в лесу, врага у границы. Связываю, связываю, связываю. Волю врага, долю врага черной нитью связываю. Не обязательно тут цвет нити, просто говорите черной нитью. Оружие с рук его отбираю, в землю черную, в могилу старую отправляю. Оружие врагу не подчинится, земля под его ногами гореть будет. Небо будет давить на голову, время пойдет против него, поселится в душе его страх, помутнеет, почернеет в глазах, шум зазвенит в ушах. Мешайте мне. Блин, откуда эти ублюдки сюда прилетели? На нервы действовать мне. Выродки. Кровь остынет, трусливо отступит или в прах превратится. Связываю, связываю, связываю. Волка в лесу, врага у границы. Никто его не освободит. Я связала пока
Нить не развяжу, врага не освобожу. Будет связанный, воли лишенный, мне подчиненный. И в конце на армянском языке. Тշնամու ոտքնու ձեռքը կապեմ, սիրտը մտցնեմ վախ, արյունը թափեմ, սև հողի տակ, գերեզման ուղարկեմ. Заклято. Отвлекли, давайте еще раз. Прочитаю, просто прочитаю пока. Связываю, связываю, связываю. Волка в лесу, врага у границы. Связываю, связываю, связываю. Волю врага, долю врага черной нитью. Связываю, оружие с рук его отбираю. В землю черную, в могилу сырую отправляю. Оружие врагу не подчинится, земля под его ногами гореть будет. Небо будет давить на голову, время пойдет против него, поселится в душе его страх, помутнеет, почернеет в глазах, шум зазвенит в ушах, кровь остынет, трусливо отступит или в прах превратится. Связываю, 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 волка в лесу, а врага у границы. Никто его не освободит. Я связала, пока нить не развяжу, врага не освобожу. Будет связанный, воли лишенный, мне подчиненный. Тշնամու ոտն ու ձեռքը կապեմ, սիրտը մտցնեմ վախ, արյունը թափեմ, սև հողի տակ գերեզման ուղարկեմ. Заклято. Отнесите серьезно. Это очень сильная работа. Берете вот так, крест-накрест. Крест с крестом делать добрым концом. Пока крест с креста все. Опять меня сбили. Да ёкаламаны. Подожди. Пока крест с креста не сниму, врага от неволи не освобожу. Вот так опять. Вот еще раз. Вот видите, вот таким образом надо его. Потому что крест это символ мучения, это вообще руна мучения. Крест с крестом дело с добрым концом. Пока крест с креста не сниму, врага от неволи не освобожу. Теперь вот так. Крест с крестом дело с добрым концом. Пока крест с креста не сниму, врага от неволи не освобожу. Да будет так. Вот такое уродливое нечто получается. И каждый раз, желательно каждый день, пока эти выродки из нашей земли не уйдут, подходить и читать над ними. И знайте, армянские женщины, матери, сестры, каждое ваше чтение будет забирать у них сотни жизней. Просто знайте это. Неважно, где вы находитесь, это ваше. Это ваша кровь. Когда матери защищают свою кровь, у них получается намного сильнее, чем у кого-либо. Если кто-нибудь это найдет, сожжет, делайте по новой. Заклятие просто закончится, не более того, ничего плохого не случится. Так. Вам ничего делать не нужно. Я дарю. Кто хочет делать, тот сделает. Запомните, каждый ваш ритуал оберегает ваших детей, ваших родных, ваших мужей и так далее. Вот так вот крест с крестом должно быть, связаны на нем это нечто. Свечи не обязательно, но очень желательно. И черный материал. Или можно старый материал. После того, как вы начитали, смотрите, связывая эту фигуру, вы читаете 6 раз. Связывая крест с крестом, читаете 3 раза. Потом положите вот так. И снова 6 раз сверху начитайте. Уберите с глаз подальше, где-нибудь спрячьте, вот закройте. Вот в таком вот положении.
Сохраните их в таком положении, потому что лучше, пускай они будут у вас связаны. Каждый раз, каждый день, каждые сумерки, каждый вечер, когда уже солнце сядет, подходите, снимайте его и 6 раз читайте снова, каждый день. И каждое ваше чтение, запомните, вселяет в них страх. Каждое ваше чтение делает так, чтобы оружие им не подчинялось. Вы же говорите, чтобы звенело в ушах, чтобы земля горела под ногами, чтобы страх их окутал и так далее, и так далее. Вот все, что вы говорите, вы даете пространству нацеленные приказы, указания, понимаете? Это все будет получаться. Вы спасаете своих детей от их оружия, от их рук, от смерти. Но при этом каждое ваше чтение будет забирать их жизни, потому что они будут запутываться. Это как морок навести просто. Кстати, о мороке. Вот пока не забыла про морок тоже сейчас. Я сегодня и морок дам навести морок каждый вечер, читая морок от врагов. Итак, давайте. Все. Вот таким образом нужно делать. Давид, вы что несете сейчас? Вы какую пургу сейчас несете, я понять не могу. Нашли время, да? Связываю, связываю, связываю. Волка в лесу, врага у границы. Связываю, связываю, связываю. Волка, волю врага, долю врага черной нитью. Связываю, связываю, связываю. Оружие с рук его отбираю. В землю черную, в могилу сырую отправляю. Оружие врагу не подчинится. Земля под его ногами будет гореть. Небо будет давить на голову, время пойдет против него, поселится в душе его страх, помутнеет, почернеет в глазах, шум зазвенит в ушах, кровь остынет, трусливо отступит или в прах превратится. Связываю, 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 волка в лесу, а врага у границы. Никто его не освободит. Я связала, пока нить не развяжу, врага не освобожу. Будет связанный, воли лишенный, мне подчиненный. Тышнаму вотну ձերքը կապեմ, սիրտը մտցնեմ վախ, արյունը թափեմ, սև հողի տակ գերեզման ուղարկեմ. Заклято. Крест крестом, дело с добрым концом. Пока крест с креста не сниму, врага от неволи не освобожу. Да будет так. И вот так каждый день подходите по 6 раз. Читайте, пока эти существа не исчезнут туда, откуда пришли. И запомните, от вашей силы воли, от вашей готовности зависит то, насколько силы будут слышать нас и помогать нашим детям. Они сражаются с автоматом в руке, а мы сражаемся, прося за них у сил помощи. И вот это вот сохраните надолго. Каждый день подходите и читайте, представляя, как вы останавливаете их у границы. От нас очень многое зависит, поэтому медлить, сидеть, ждать нельзя. Все, дорогие друзья, начинаем действовать еще раз. Дальше, точнее, продолжаем действовать. Они пускай гавкают. Пусть они и празднуют праздники, пусть их главный баран их обманывает каждый день, что они уже Карабах взяли. Я даже не знаю, что он будет говорить потом. Хотя для народа, которого так легко можно обмануть, мне кажется, даже после, если он скажет, что ни хера не взяли, они все равно ничего не скажут. Они там просто скажут: ой, ну ладно, и пойдут по домам. Все, дорогие друзья. Всем удачи, всех благ. Я пошла дальше работать.